сообщество у нас в Аргентине. Теперь, чтобы надуть колеса, всегда был бесплатный сервис. Теперь 4 минуты 400 песо надо, видите? То есть платишь или приложением, или идешь, покупаешь эту самую, как бы, жетон. И когда, так сказать, это самый заплатил, тогда тебе 4 минуты на то, чтобы ты успел напечатать. А ну-ка смотрим. То есть Аргентина развивается и развивается, все больше и больше. Заплатить. О, Тебе 4 минуты, Лен. у меня есть 4 минуты, чтобы успеть. А если он не работает, то не... $28.000. Iniciando a $32.000. 30 libras. Я на дороге остановился купить наживку. Это мой товарищ. Это его реклама. Сейчас я пойду там наживку покупать. Смотрите, наживка. Как вам такой живец такого размера? Видите? Вот это живец. Он больше моей руки намного. То есть вот живцы. Вот живцы. Но я сейчас буду другие маленькие брать штучки. Вот живцы. Ну, пошли. Купим что-нибудь. Hola. ¿Hay alguien con vida por acá? Parece que no hay nadie. Ah, ahí está gatito. Bueno. Pero no hay nadie. Ahora buscamos si hay alguien. Едем дальше. Остановились на заправке. Кое-что хочу объяснить. Смотрите, на некоторых заправках еще бесплатно можно закачать колеса. Есть обслуживающие боксы. Это где масло поменять, фильтры поменять. Или у вас что-то случилось, по дороге ехали, лампочка сгорела, идите в такие боксы, все, купите себе лампочки там. Ну или просто спрашивайте, вот в этих они часто тоже продают. Ночью, когда бокс закрыт, и они вам дадут из своего офиса лампочку, предохранитель, еще что-нибудь. Если вам на рыбалку, вот написано Карнадо, удочки стоят. Там, значит, можно купить удочки и наживку. Там дальше в некоторых местах часто стоят такие киоски небольшие, места, где продают всякую покушать, сэндвич, еще какой-то фиговину. Ну, в общем, всегда при дорогах есть такая мелкая торговля. Так что пользуемся, да, такими вот услугами в Аргентине, когда катаемся. А мы едем дальше. Мы сегодня едем в Entre-Риос. Провинция Entre-Риос. Кемпинг, провести один день спокойно. Порыбачить, приготовить курочку на мангале, удочку покидать. Я херабуну взял. Это кампинг. Кампинг называется Топ-Малё. Находится он в поселке Вижа-Параносита. Мы сюда раз в году, 2 раза в году приезжаем. Нам нравится. Река, скажу честно, не очень рыболовная в плане того, что здесь ловится рыба. Особенно ночью ловится хорошо. Мы часто ловим, в основном это дорадо, тарарира ловится, Вижа-Параносита.
и бога Саболева, может быть какой-то сомик. Но проблема всей этой речки, она, вот эти камалеты, видите, эти кусты плавающие. Почему? Объясню. Она, вот эта река, называется Рио Параносита, видите, вот эта река. Она даже на ней лодки плавает, маленькие суда ходят, там типа дрова какие-то тащат. А так детей в школу возят вот с этих островов, потому что там острова на лодках, очень много здесь лодок. Этот кампинг, кстати, тоже, он же является, он хранит лодки. Кто хочет, имеет лодку и хочет хранить, он может здесь ее оставлять в этом кампинге, приезжать и отсюда выезжать потом. Эта река, она соединяется между большой рекой Рио-Парана, река Парана идет, и с другой стороны есть река, называется Рио-Уругвай. Вот это соединительная такая река, соединительная между двумя большими реками. И вот в зависимости от того, в какой реке больше поднимается вода, тут меняется течение. Оно может идти полдня в одну сторону, потом полдня в другую сторону. То есть, если поднялось в Паране, все идет до Рио-Уругвай, эти кусты плывут в ту сторону. Поднялось почему-то там, а в Паране упала вода, все эти кусты плывут в обратную сторону. Так что это просто надо знать и учитывать. Но здесь очень классно, очень классно. Это такой семейный кампинг, где можно приехать, снять бунгало, там есть у них эти домики, можно поставить палатки, есть мангалы, туалет, небольшой магазин, вот что я говорил, видите, на лодках. И с этой речки можно выехать хоть в речку Парану, если у тебя тут лодка хранится, а хочешь, езжай в Рио-Уругвай. А это просто местный магазин, островитяне. Видишь, они, или в школу он поехала, с рюкзачком, может даже в школу девушка поехала. То есть вот это вот обычное явление. Здесь местные просто на лодках катаются в школу, в магазин, во все. Потому что с этой стороны поселок, а с той стороны вот это все острова. И с этих островов есть паром, перебраться на них, переехать, машина перевезет. Бесплатный, кстати, паром. Но потом, если тебе надо по делам, ты же не будешь ехать до парома, чтобы тебя перевез в магазин сходить. Значит, все на лодках, все на лодках. Вот, а он тоже хранит лодки, там лодки, там. Мы устраиваемся в кампингу, будет. Здесь есть мангалы, туалеты, есть этот самый душ, небольшой магазин и домики, чтобы снять. И здесь очень семейно в каком плане? В том плане, что здесь никто никому не мешает, здесь нет громкой музыки, никаких этих самых выдригонов, типа тут шпана не будет водиться, ничего. Во-первых, у него куча знакомых тут полицейских, вон сейчас машина полицейская подъехала. А во-вторых, он сам ветеран войны на Мальвинах. И знаете, как ветераны, да? То есть это его кампинг, он ветеран войны на Мальвинах. Чувак такой строгий, то есть может и въехать кому-нибудь в дыню, кто будет тут, как говорят, нарушать правила конвенции, как у нас называется, нарушать правила жизни. Так что все очень просто и все очень классно. Вот смотрите, кстати, полицейская будет цеплять катер какой-то, наверное, их не катер, вот полицейская машина будет цеплять свой катер, у нее трактор, вот он здесь занимается этим делом. Так что рекомендую, очень семейное такое место. Может, вы много рыбы не наловите, то есть если вы именно конкретно за рыбой и без лодки, а здесь, кстати, лодку можно снять. И он возит, по-моему, на экскурсии, он меня тут возил как-то своей лодкой, вон его лодка стоит. Вот этой большой, в реку Уругвай, до Уругвая. Или другие приезжают сюда и забирают, он знает, кто возит. Так что, если вы без лодки, то именно в этом кампинге вряд ли вы наловите рыбы, чтобы домой повезти. А если хотите за рыбой, можете оставить тут машину, все, сесть на лодку, поехать за рыбой в большую реку. И у вас будет все круто. В общем, я вам рассказал, продал маленький секретик. Не забываем за это ставить лайки, подписываться. А мы начнем. То есть наша задача сегодня ловить рыбу, снимать фильмы, стримить, делать мангалы. Потом вот тут у меня уже угольки есть, мангал приготовленный. И просто круто отдохнуть. А он, чувак, уже палатку ставит. Водичку я уже здесь закипятила. Вот так вот. Это хозяин кемпинга. Мы, кстати, в прошлом году здесь и не были. Они
Друзья, мы здесь, наверное, уже раз 10, больше, больше 10 лет сюда приезжаем уже. Так что вот так. Вот такой кофеек. А я буду пить какао. Пока еще из дома привезла. У меня здесь какао. И что мы еще будем делать? Вот такая, как она, пате. Паштет из тунца. И печеньки вот такие. Сейчас перекусим. Мы еще сегодня ничего не завтракали. Так, прикормка, ребята, вы знаете, чтобы ловить хорошо в Аргентине, как говорили, что бизнес здесь не открывается, если Леонид Тима не пригласили, так и здесь. Рыбалка здесь начинается, если вы у меня прикормки не купили. Одна из лучших прикормок, вот смотрите, есть премиум, а есть классика. Сегодня мы будем пользоваться классику. Видите, вот этой вот прикормкой. Так что сейчас я ее замешиваю и вперед. Пробочка. Вот такой вот катушка и колокольчик на катушку, на веревочку повесить. И закидываем. Далеко бросать не буду, потому что плывут кусты, и эти кусты мне будут, ну, как бы это самое, зацеплять, и это проблемка. Если даже зацепит, если даже что, все равно вот такие вот ручные катушки, это вещь шикарная. Гляньте. Оп. Держим так, прикинем, сейчас куст проплывет, да хоть вот просто туда сейчас куст только проплывет и вперед. Bueno. Херабунщики. У меня уже была одна поклевка, но не подсек. Но сейчас я думаю, что вот чем хороша херабуна, только я ее не так прямо по назначению, классически я ее не применяю. Я применяю как просто удочку с поплавком, но у меня она вообще класс. Это почему? Потому что во всех местах, где типа вам скучно, рыба редко клюет, значит вы там позабрасывали свои закидушки, еще что-нибудь, а потом раз, взяли в руки поплавочную удочку, это просто шик. Всегда можно найти применение, всегда что-то где-то доклюнет, хоть малька маленькая, хоть под берегом, хоть под кустиком, вообще просто шикарно. И складывается, весит как телефон, то есть в машине места не занимает, куда едете, всегда можно при себе иметь. На любой речушке, которую переезжаете, остановились, хоп-хоп. Все, что поймали рядом, кузнечка, еще что-то прицепили, забросили, все. Вот вам и херабуна. О, León, 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 León. Hay una, mira. Mira. Por fin. Como dice mi amigo Pelea, no voy de zapatero. No sé todavía ni qué es. Mira. Mira, se fue. Ahí está viajando por ahí. Tic, tic, parece bojita. O sabalito o bojita. A ver quién es. ¿Quién es? Parece bojita, chiquita. A ver. Acercamos por acá. Y vamos así, de esta manera. Ahí está mi bojita. Por fin. ¿Y sabes en qué picó? En grasa. Yo en un anzuelo puse grasa vacuna. Acá tenía grasa vacuna. Y ahí tenemos bojita. Opa. No puedo levantar. Tic. Bojita. No. O piraña o pacureloj. Todavía no lo veo bien. Puede ser que piraña. Muy linda piraña. Mira que piraña. Esto también puede ser que me robaron un poco. Piraña en la grasa. Mira que piraña. Enorme. Enorme piraña.
Ребята, пиранья. Видите? Еще и разговаривает. Говорит, подпишись на канал Леонид Тима. Слышите? Вот. О, слышно. Смотрите. Кусючая. Говорят, но я сам не пробовал, но вы можете попробовать, мне просто не надо. Помогает, перуанцы едят, потому что мужики потом вообще, ну, в общем, силу имеют капитальную. До старости и после старости и вообще. Говорят, что в этом пиранья очень хорошо помогает. Смотрите. Ну и какая пиранья. По размеру. На что ловится? На жир. Вот это вот кусочки жира. Ай, 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 ай. Не хочу ее, бо она, если за пальцы схватит, так я буду сегодня без пальцев. Так что вот, смотрите, какие тут пираньки. Крутые пираньки. Так, выкинем. Что-то мне пиранью пробовать не хочется. Мира. Фоткаемся, подожди. Только что клевало, но бросило. Не хочу вытаскивать резко, а то вдруг из рота вырву. Наверное, оно обсасывает там. И плюс кусочки жира, они большие и не такие мягкие. Оно пока, ну, как бы не заглотнуло. И не хочу вырывать. Но хорошо так водило, подымало поплавок туда-сюда. Ждем, ждем. А что у тебя две удочки здесь? Где ты видишь две? Где Вот две это удочки? две удочки. Где две удочки? Черная и синяя. Синяя — это подставка, на которой лежит черная удочка. Вот, смотри, как клюет, смотри. Смотри, видишь, поднялся поплавок беленький, смотри. Он поднялся, видишь, вверху. Не вижу. Прямо, прямо, прямо. О! Оп, 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 оп. Ай! Убежало. Вот я же говорил, не заглотнуло. Ai no. Se puede. Ahí algo. Ahí chicos algo. Grasa funciona. Barre. Барри, мира. Мираки. Ну! Ребята, также, смотрите, вот такие, видите, сомики? Ай, мандиго, но я чего так сейчас не обращаю сильно на это внимание, бо меня вон там клюет. Вот там, на херабуне, на херабуне, на херабуне. Так что это оставим и побежим к херабуне. Вamos. Vamos. Bajrecito. También tenemos bajrecitos. Empezamos con bajrecito. De fondo pasan бахреситос. Так, тут тоже сомик сильно заглотнул. Обычный рыжий сомик сильно заглотнул. Придется идти, так сказать, за доставалкой, которую мне зубная подарила. Ладно. Так как мы приехали, все-таки кампинг, не только рыбалка. Хотя уже начало клевать, я уже не хочу тут ничего времени портить. Ну, смотрите, в общем, мешок этого самого карбона. Это что у нас карбон? Угли. Углей. И надо его приготовить. Значит, специально вожу в машине такую рукавицу и вот такую щетку в багажнике, видите, кулечки, чтобы потом чистить. Я снял эту, сейчас распалим, когда все разгорится, поставим ее, прокалим, почистим и начнем готовить. Так, а теперь сделали махало и вперед махалом работать. Чуть разожгли. Смотрите, чай здесь с маком малины. Ну, правда, это не малина, это черешня. Но не важно. Так, заварила себе такой чаек. Вот в термочашке. Посмотрим, что у меня с углями делается. О, красиво выглядит, красиво. Уже действительно что-то похоже, смотрите. Айва.
Да ну. Ой. Едете по Аргентине, лучше сразу с собой такую щетку возите и рукавицу. Потому что если еще места для мангала вы еще сможете найти, где-нибудь угля по дороге сможете купить, то это, ну, как бы, для любителей мангала, мяса и Аргентины, это то, что доктор прописал. Иметь такую щетку и иметь такую рукавицу, вот такую. Все время в багажнике где-то в каком-то кульке. Что у нас сегодня на обед? Я взял себе кетчуп острый и курочка. Вау, замаринованная. Так, я чувствую, она вся сюда, наверное, не влезет. Хотя мы попробуем. Потом помоем это дело. О, мухи прицепились уже. Уже они тут. Так, последнее крылышко должно влезть. Мы все равно будем ее переворачивать со всех сторон. Так что вот. Я вот не взял, а сегодня, ну, не думал, что их будет столько. Сегодня куча пираний. А я не стал, думаю, не буду грузить много вещей и не взял эти поводки металлические, ну, только тоненькие, знаете, как бы, и он и металлический, но он и очень тонкий. Как раз для пираний или для мелкого дорадо. Вот надо такие поводки ставить, даже на херабуну, бо пираньи вот такого размера. И перекусывает. Снова перекусила уже 2 раза у меня, снова перекусила эти крючки, откусила. Клюнет, вытаскиваешь, уже нет крючка. Она просто тупо откусывает, у нее же там пилорама, а не зубы. Уф. Уф. Похоже, даже передержали с одной стороны. Ну ничего. Зажарить и будет. Сейчас уберем еще жар. Чуть-чуть подгорело, не? Да, это чуть-чуть. О, нормально, мне кажется, смотри. Да, класс. Все, по-моему. По-моему, готова наша курица, так что будем мы ее раскрывать. Я только руки помою. Доблете. Chicos. Доблете. Мира. Пам-бам. А ver. Смотрите, пока покушали, вот такие 2 маленьких сомика. Ай! Смотрите, поймал одного. Смотрите, как он замотался. Там крючок у него во рту, а потом еще обмотался, когда крутился. И получилось, что он поймался как бы за это самое, за верхний плавничок. Но он нормально поймался. Vamos, 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 vamos. Bagrecito. Bagrecito. Bueno, otro bagrecito. Mira, qué lindo. Ладно, ребята, смотрите. Говорит, подписывайтесь на канал Леонид Тимо. Ада. Видите, какие сомики бравые у нас тут есть. Сейчас мы его отпустим и поймаем еще какого-нибудь. У нас еще часик есть. Вот. Я выпустил 2 прикормки для рыбалки. На карп, бога, сабалё и сомики.
вот, которые нарисованы. Это для рыбы аргентинской, но эта прикормка специально сбалансирована так, что эта рыба клюет очень превосходно. Мы даже не буду хвастаться, но пробовали с другими прикормками, это работает лучше. Есть такая кикетка, называется классик. Есть с другой кикеткой, более такой красненькой, называется премиум. Чем отличается? Тем, что у премиум есть уже ароматизанты, ароматизаторы, которые сухие уже находятся. Это нет. Можно ароматизировать, можно не ароматизировать, как кому нравится. Это пакет не полный, это я сейчас использую на рыбалке, потому он такой, так вообще-то тут 1 килограмм, то есть полный такой пакет, как покупаете. И что хотел рассказать. Эта прикормка разработана так, чтобы на пружине или в пробке, если вода с течением, она удерживается где-то приблизительно около 40 минут, раньше, чем растает и размоется. В эти 40 минут частицы распадаются, сверху распадаются, уходят по течению, чтобы рыба начинала кушать и искала, откуда идут частицы. А основная масса потихоньку-потихоньку. То есть не так, что намокла, развалилась и все, пустая пружина. Нет, эта прикормка именно так сделана. 40 минут на течении, где-то около часа на стоячей воде. Смотрите, какая у нее как бы вот, как порошок. Только воду добавляете, никакой муки, ничего не надо. Добавили только воду, размешали, дали настояться где-то 5-10 минут. И можно лепить на пружины. Так что все. Кого это интересует, кто тут в Аргентине ловит рыбу, потому что я ее разрабатывал для этого. И здесь я в этих краях и пользуюсь. Можете купить на магазине, там есть WhatsApp на этом магазине. Я оставлю ссылочку в описании или в закрепленном комментарии. И купите на магазине, можете забрать в районе Бельграна. У меня есть одно место, где я могу оставить. Или приедете ко мне и заберете, по WhatsApp договоримся. А если по всей Аргентине, то отправляю почтой Аргентины. То есть на странице прямо регистрируетесь, пишите ваш адрес, какой там автоматом страница посчитает, как говорят, отправку, укажет, сколько стоит почта, и все. Оплачиваете и получаете посылочку с прикормкой. Так что всем хороших рыбалок. Итак, ребята, мы уже отдохнули, поедем в сторону Буэнос-Айреса. Нам надо было сделать такую вылазку. Потом скоро начнутся грибы и другие вылазки надо делать. Но в этот кампинг мы любим приезжать хотя бы раз в году, 2 раза в году. Правда, мы приезжали всегда или весной, или летом. Сейчас уже осень, но все равно, посмотрите. Честно говоря, красиво. Я уже рассказывал, вон где желтенько, видите, топ-малё написано. Это, ну, как бы там туалеты, души. Там вот магазинчик стоит такой, где можно что-то купить. И дрова, и попить, и покушать, и мороженое можно купить. По-моему, там, я не ходил сегодня, но он делал, там есть домики, которые можно снять. А нет, вот это зона палаток. Вот ставите палаточку, есть электричество, подключаете, это все уходит в цену кампинга. Вот розетки, подключаете свой удлинитель. Я вот вожу всегда свой удлинитель, у меня подключенный. И включится еще свет на лампочках, чтобы ночью быть. И вот берете удлинитель, смотрите. Хотите, пользуйтесь, как мы, электрочайник, зарядное устройство для телефона. Одним словом, удобно. Выставляете вот себе палаточку. Вот такие, видите, места, размеченные деревьями. Вот вы, если вы заехали, значит, у вас получается Парижа. У вас получается такой столик. И вот место, где вы ставите машину, палатку, все. И вон там речка. Есть место для купания детей в этой речке. То есть оно обгороженное. Сетка специально так, там мелко, там все убрано, чтобы никаких корях, там, чтобы никто никуда ни в какую яму не попал. И вот такие мангалы, умывальники, помыть руки, все, а там дальше душ есть. Одним словом, прикольно. 170 километров, и вы на природе. Смотрите. Птицы и все. И тишина. Потому нам и нравится такое место. Так что все, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, делиться видео, комментировать видео. Таким образом больше людей будет подписываться, будет еще интересней. Все, всем пока и до следующих видео. Покашки.